Сегодня мы готовим замечательную немецкую рождественскую выпечку – штолен. Он очень вкусный, ароматный, нежный, воздушный, безумно мягкий штолен. Штолен часто встречается именно из дрожжевого теста. И эта прекрасная сдобная выпечка не оставит равнодушным никого. Здравствуйте! Это кулинарный канал Oxyal International Cooking. Ингредиенты на экране, а пошаговое приготовление расписано под видео. Все для вашего удобства. Для начала нужно подготовить сухофрукты. Есть быстрый метод по подготовке начинки. Для этого все необходимые сухофрукты заливаем алкоголем и нагреваем в микроволновке или сотейнике до кипения. Отставляем, и когда остынет, можно использовать. У меня уже такая смесь охладилась. Все ингредиенты и фруктовой смеси, и теста указаны под видео. Кстати, составляющие начинки из сухофруктов могут быть разными. Все, что у вас есть или что вам нравится. Главное – вес сухофруктов. Приступаем к замесу. В чашу для замеса теста отправляем теплое молоко, сахар, соль, сухие дрожжи. Если у вас живые, возьмите 12-15 грамм. Яйца, мягкое сливочное масло и часть муки, где-то половину. Перемешиваем насадкой для замеса теста. Время от времени соскребаем со стенок. Замешиваем на низкой скорости до соединения ингредиентов минуты 4-5. В процессе замеса в несколько этапов добавляем оставшуюся муку. Когда тесто однородное, мягкое и почти не липнущее, добавляем массу из сухофруктов, напитанную ромом. Важный момент. Масса должна быть без жидкости. Если нужно, откиньте на сито. Если от сухофруктов осталась жидкость и вы решили добавить ее в тесто, консистенцию теста в таком случае доведите добавлением муки. На самой низкой скорости вмешиваем ягоды в тесто. Полностью процесс замеса в кухонной машине занимает около 15 минут. Если будете замешивать вручную, будьте готовы к липкости, но со временем оно станет эластичным. Замешивайте в таком случае растягивающими движениями. Консистенция готового теста видна на видео. Оно мягкое, не забитое мукой, эластичное и не липнет к лопатке при похлопываниях, хотя медленно тянется, но отлипает. Накрываем и ставим подниматься на 45-50 минут в теплое место. Тесто очень хорошо выросло, мне кажется, где-то в 2,5 раза. Выкладываем на слегка припыленную мукой рабочую поверхность и слегка обминаем. Делим на 3 части. Каждый кусок раскатываем в прямоугольник толщиной 1,5 см. На одну сторону выкладываем марципановую массу и заворачиваем, как показано на видео. Прижимаем и выкладываем на противень. Это традиционная форма штолена. Ставим подниматься штолены в теплое безветренное место на 45-50 минут. Штолены красиво выросли, видно, какие воздушные. Ставим выпекать на 35-40 минут в предварительно разогретую духовку до 190 градусов Цельсия. Режим верхний и нижний нагрев, без конвекции. Время выпекания регулируйте по размеру ваших штоленов. Если вы сделали 2 больших, то время выпечки немного увеличится. В любом случае проверяйте готовность деревянной шпажкой. Достав штолины из духовки, смазываем смесью сливочного масла и рома.
удивительного аромата смесь пропитает изделие и даст невероятную аппетитную нотку. Хорошо смазав, присыпаем сахарной пудрой. Таким образом мы припечатаем все ароматы и вкусы внутри штоллена. Дальше поступаем по желанию. Можно нарезать штоллен и подавать к столу, а можно завернуть в пищевую бумагу и положить в пакет. В таком случае штоллен храните в прохладном месте плюс 5, плюс 6 градусов до 3-4 недель. Перед подачей нужно освежить слой сахарной пудры. Сейчас штоллен очень мягкий, он напоминает хорошую сдобную булку с невероятным пряно-ромовым ароматом. А через время, полежав в холоде, штоллен становится более плотным, пряным, ароматным и суше. Это придает особого рождественского настроения. Приготовьте эту чудесную выпечку, она очень вкусная. Это тот случай, когда действительно получится празднично и вкусно. Приятного аппетита! Любимые друзья и гости канала, пусть для каждого из нас эти новогодние праздники принесут радость, надежду, планы и счастье. Готовьте с любовью, и все получится. Я прошу вас написать комментарий, какая рождественская выпечка для вас самая вкусная. Пусть этот праздник наполнит наши сердца милосердием, сопереживанием и любовью. До новых вкусных встреч на канале Oxy Al International Cooking. С наступающим Новым Годом!